Всем привет! Это я, Anigame21. Все подписывайтесь, ставьте лайки, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и оставьте комментарии. Итак, поехали. После пробуждения дьявольского фрукта Луфи, он и Кайдо равны. Искусство манги искажается до более мультяшного стиля, показывая, насколько смехотворно сильны эти двое мужчин. Одежда Луфи становится белой, и он превращается в великана. Он хватает Кайдо в форме дракона, как будто ничего не происходит. Затем он использует его тело как скакалку. Кайдо в ответ сжигает Луфи и истощает всю его энергию. Тем не менее, Луфи удается возродиться, и он наносит сильный удар, который почти сбивает Кайдо с ног. Чем же закончится эта историческая битва? Итак, мы переходим к новой 1046 главе манги One Piece. Она называется «Райза». На обложке показано, как пара злоумышленников вошли в шоколадный город на территории пудинга. На первой странице показаны Луфи и Кайдо. Луфи думает, как назвать свою атаку, а Кайдо спрашивает интересующий вопрос. Кайдо спрашивает Луфи, кто он вообще такой. Луфи смотрит на него возмущенно. Зунеша идет и идет, слышит Джайбоя. И зовет Джайбоя как старого друга. Зунеша говорит, что это судьба, и это очень волнующе, что он прямо там. И еще говорит, что как они должны довериться этому мальчику. В это же время Луфи отвечает на вопрос Кайдо, в том, что он Монки Ди Луфи, человек, который собирается превзойти их и стать королем пиратов. Кайдо как бы восхищается Луфи, но в то же время все равно недооценивает его. Потом он начинает объяснять, что такое пробуждение, и спрашивает про смешную силу. И еще говорит, что он многое потерял в этой войне, как и они. А Луфи говорит, что он все вернет всю страну. Кайдо атакует метеоритным дождем. Луфи отвечает на эти удары простыми атаками. Он кашляет от ударов. Кайдо говорит, что дым дошел даже сюда, это означает, что внизу огромный пожар. Говорит, все ваши люди зажарятся. А Луфи говорит, что он доверил все им. Ему надо только победить Кайдо и все. Кайдо готовит атаку под названием «Разрушительный порыв». Он атакует, а Луфи уклоняется, поднимая свой пах и удлиняя свои ноги. Огромный огонь распространяется очень быстро. Нами и Чоппер встретились, и Нами думает, что все остальные члены команды сейчас где-то в ловушке, как и они. А Нигашима сейчас просто огромный костер, в котором нет нигде безопасного места. Даже Зевс здесь не поможет. Подвал? Все люди оказались в западне, везде огонь. Первый этаж. Люди лобби бегут, держа над головой Беппа. И зовут капитана, чтобы он их спас. Подвал. Люди думают, что Брук сгоревший труп. Брук и Робин пытаются найти способ спасти людей от огня. Зал удовольствий. Башня левого мозга. Санджи и девочки стоят, обдумывают, как спастись от огня. Подвал, кто-то обжег руку. Скретчмен Апу пытается сломать стену с помощью числа, чтобы сбежать. Он ругает его в том, что он бесполезен. Число сердится на Апу, потому что он пытается сбежать. Подвал. Усоп пытается потушить огонь с помощью зеленой звезды. Но ему говорят, что он зря старается. Усоп говорит, что он обещал Иза в том, что он спасет Кику и в придачу себя. Но он забыл человека-жирафа, который таскал их всю дорогу. Башня правого мозга. Фрэнки несет Зора к Чопперу. Вместе с ним есть люди, которые ноют ему, чтобы он спас их. Замок. 4-й этаж. Джимбей стоит, чтобы помочь Райзе. Он полностью доверяет ему, потому что Луфи это сделал. Райза готовился к роковому дню, то есть к такому случаю, и был готов. Флэшбэк 20 лет назад. Он говорит, что он не смог тогда защитить своего лорда и его семью, но сейчас уже будет по-другому. Флэшбэк Зоя. Он взял тогда воду на Зоя. Райза готовит свою технику воды.
Использует свиток, в котором запечатано много воды. Джимбей тоже готовит свою технику воды в воде из свитка. Сердце вод. Джиу-джитсу рыболюдей. Бросок океанского течения через плечо. Очень много воды начинает распространяться, как змей. Третий этаж. Звери из Зои в западне окружены огнем. Но вовремя успевает вода и тушит огонь вместе с ними. Вода повсюду, тушит огонь почти везде. Оно должно заполнить каждый коридор замка. Они должны успеть спасти каждого товарища этой водой. Первый этаж. Киллер вверх головой. Люди Кида с киллером бегут от огня. Вода вовремя подоспела. Момоноски должен как и Кайдо сделать. Анигашима трясется, облака пламени Кайдо почти иссякли. Момоноски должен создать эти облака пламени, потому что это единственный вариант. Так говорит Ямато. Анигашима. Луфи, держа молнию в руке, вместе с ним громовые тучи с молниями готовят сильную атаку. Вот-вот упадет. Луфи улыбается. Пришло время взять будущее в свои руки. Кайдо тоже улыбается. Что ж, на этом глава заканчивается. Райза остановил распространение огня. Бой между Луфи и Кайдо идет полным ходом. А продолжение мы увидим в следующей главе. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И оставьте комментарии. Всем пока!